Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем курс «Универсальные принципы фотографии». Сегодня мы живем в эпоху победившего медиа – видео и фотографии. Фотография действительно окружает нас всю жизнь. Вы еще не родились, а ваши снимки родители внимательно рассматривали и гадали, мальчик или девочка. Все помнят свои первые детские снимки в довольно странной одежде, потом первая фотография на паспорт и так далее. Сегодня возможности фотографии действительно безграничны. Это и аэрофотосъемка, и съемка из космоса, фотографии микроорганизмов, макросъемка, подводные пейзажи, снимки котиков и даже Инстаграм – это все тоже фотография. Но еще не так давно, буквально 30-40 лет назад, фотодело было уделом избранных. Тех, кто умел сам настраивать, снимать, проявлять пленку и печатать в темной комнате свои кадры. Такая технологическая сложность и дороговизна фотоматериалов создавала серьезный барьер для вхождения в эту интереснейшую профессию. Но свои коррективы внес 21 век, который стал торжеством популярной, доступной и, главное, дешевой фотографии. Камеры сегодня есть во всех смартфонах и гаджетах и чуть ли не в утюгах. Совсем скоро, вероятно, человек сможет поместить камеру и внутрь своего глаза. Начать снимать и творить, создавать искусство сегодня может практически каждый. Это сразу и плюс, и минус. Фотографов сегодня очень много, и в связи с широкой доступностью технологии конкуренция на фоторынке чрезвычайно высока. Рассказывая о фотографии как об искусстве, часто используется выражение «художественная фотография». И вот почему. Фотография именно как искусство начинает формироваться практически сразу после технического освоения человеком этого явления, примерно в середине XIX века. Первоначально фотография была связана лишь с иллюзией фиксирования реальности. Так же, кстати, как и живописное искусство того времени, ведь ранее чисто фотографические задачи стояли у художников. Запечатлеть портрет вельможи, нарисовать детали пейзажа и так далее. Тогда считалось, что задача живописи настолько искусно и достоверно отображать реальность, чтобы живые птицы пытались склевать ягоды на нарисованном натюрморте. В это же время с идеей съемки и показа 16 кадров в секунду зарождается кино. Это было удивительное время. Но производимый эффект от фотографии и кинематографа на зрителя был гораздо сильнее, чем эффект от живописи. На первых киносеансах братьев Люмьер в Париже люди в ужасе убегали из зала, увидев на полотне движущийся на них поезд. Изобретение же новой на тот момент технологии фотографии отбирает работу у многих художников. Ведь заказчику теперь не надо позировать часами и ждать портрет у маэстро. Пару минут съемки, несколько химических процессов, и ваш лик запечатлен в веках. Именно с появлением технической возможности фиксировать реальность на фотоматериале, на фотопленке, с развитием фотографического ремесла художники, утратив часть своих клиентов, начали чудить. И весь абстракционизм и черный квадрат исторически появились именно тогда, когда работа художников упала на плечи фотографов. Искусство, мастерство осталось в фотографии, но проявляется сегодня иногда абсолютно по-разному.